Пожары на западе США привели к масштабным потерям. По меньшей мере 9 жителей западных штатов США, Калифорния, Орегон, Вашингтон, стали жертвами в результате новой волны природных пожаров, вызванных необычно жаркими сухими ветрами с востока. По сообщению информационного агентства, около полумиллиона жителей были вынуждены спасаться бегством, чтобы не погибнуть от небывалых за всю историю природных пожаров. По сообщениям властей, пожарами было уничтожено несколько сотен жилых домов. Основной причиной пожаров считается сухая погода с высокой температурой и низкой влажностью воздуха, а также сухие молнии, молниевые разряды типа облако-земля. Такие молнии образуются из конвективных облаков по типу кучево-дождевых, но они образуются на значительной высоте, нижняя граница около 2,5–3,5 километра. Дождь из таких облаков не достигает земной поверхности, поскольку капли дождя испаряются полностью во время падения. По данным метеорологов, с начала месяца только в Калифорнии было зарегистрировано около 2000 таких молниевых разрядов, которые стали причиной возникновения лесных пожаров. Несмотря на принимаемые меры, количество лесных пожаров как по площади, так и по числу возгораний пока не сокращается. Учитывая изменения климата на планете, многовековые леса западных американских штатов могут никогда не восстановиться после полыхающих там сейчас пожаров. Свои выводы они основывают на наблюдениях за состоянием лесов, выгоревших в предыдущие годы. Некоторое восстановление, может, и наблюдается, но очевидно, что недостаточное для того, чтобы здесь вновь появился лес в ближайшем будущем. По мнению специалистов, после пожара остаются полностью выгоревшие участки земли, однако из-за того, что климат становится более засушливым и жарким, новые растения уже не могут вырасти в том же самом месте, где до пожара росли большие старые деревья. В частности, на примере штата Колорадо, расположенного на западе США, исследователи выяснили, что некоторые характерные для этой местности виды сосен и пихт уже не могут вырасти снова из-за потепления климата. Покрытые ранее многовековыми лесами районы могут после пожаров превратиться в луга. Впрочем, не исключено, что вместо привычных для такого климата видов деревьев здесь могут начать активнее распространяться другие, ольха и дуб, которые, наоборот, лучше растут на выгоревшей земле. Однако в таком случае пейзаж изменится до неузнаваемости. Всего в западных американских штатах, по данным Национального межведомственного пожарного центра, базирующегося в штате Айдахо, полыхают 94 лесных пожара, некоторые из которых достигли рекордных показателей по своим масштабам. Дым от пожаров на Тихоокеанском побережье США дошел до побережья Атлантики. По ее данным, часть дыма от пожаров, подхваченные высотными струйными течениями, перенеслась более чем на 3,5 тысячи километров и достигла Вашингтона. От пожаров больше всего пострадало 5 городов штата Орегон, включая Портланд. Здесь коэффициент загрязненности превысил отметку 500, которая ранее считалась крайней для этой шкалы. Опасный уровень загрязненности воздуха отмечается также в штатах Вашингтон и Калифорния. По мнению ученых, глобальное потепление и увеличение количества осадков способствовали сначала появлению растительности в пустынных штатах, а затем после смены влажных сезонов засушливыми, высыханию растительности на западе США. Эти процессы привели к появлению на поверхности Земли большого количества легко поднимаемого вверх ветром топлива для пожаров. Специалисты считают, что именно ветер, поднимая в воздух тлеющие угли, способствовал такому небывалому по площади и скорости распространению пожаров на западе США.